Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Моя фамилия Брюховецкий Андрей Степанович. Я генеральный директор клинического госпиталя Нейровита. Сегодня мы продолжаем курс наших мини-лекций о работе нашего госпиталя. Сегодня мы поговорим о лечении последствий травмы головного и спинного мозга. Лично я этой проблемой занимаюсь уже более 40 лет, работаю в Министерстве обороны. Основной моей задачей была терапия боевой травмы мозга. Поэтому так получилось, что вот всю свою сознательную врачебную жизнь я занимаюсь этой проблемой. И сегодня я бы хотел обобщить результаты 20-летней работы нашего госпиталя по этому поводу. И показать вам те результаты, которые нам удалось добиться и что мы получили. Ну вот здесь представлено на первом слайде, представлены, собственно, основные исторические вехи этого проекта применения клеточных технологий и клеточных препаратов при болезни поврежденного мозга в Российской Федерации. Как вы видите, вся история началась еще с 1994 года, когда впервые была организована лаборатория высоких медицинских технологий при ней трансплантологии искусственных органов, которой я руководил, и непосредственно это была идея, предложенная начальником главного военно-медицинского управления, и была поддержана Минздравом и академиком Шумаковым. Собственно, такая лаборатория была создана. И вот с этого времени, собственно, начинаются наши вехи. Работу поддержал академик Сухих Геннадий Тихонович, и в дальнейшем мы неоднократно, в общем-то, видели присоединение практически всех ведущих специалистов, академика Ярыгина, Владимира Никитича, академика Дмитриева и Татьяны Борисовны. И эти ведущие специалисты внесли свою лепту. И в целом, надо сказать, что наш личный опыт, который мы сегодня представляем вам, составляет на сентябрь 2022 года это 10 152 пациента, которые прошли лечение с этими технологиями. Мы пробовали почти все типы клеток, которые возможны для применения у данного человека. Это были фетальные клетки, это были клетки обонятельного эпителия, это были клетки нейральные стволовые клетки, нейроглиальные клетки, обонятельные выстилки, мезенхимальные стволовые клетки. Мы перепробовали весь спектр клеток, которые можно было. Мы использовали в моделях, мы пробовали их на человеке. В итоге пришлось остановиться на одной из самых высокотехнологичных, но в то же время достаточно эффективных технологий. Это, собственно, гемопоэтические стволовые клетки. И в 2005 году наша клиника получила первое в мире и в Российской Федерации регистрационное удостоверение от Росздравнадзора, где нам было официально разрешено в рамках нашей клинической базы проводить не испытания, а именно лечение с использованием гемопоэтических стволовых клеток. Вот мы видим в 2005 году выдано удостоверение, в 2008 году оно было продлено. Сегодня, в 2008 году, мы зарегистрировали лейкоактиватор, который очень эффективно воздействовал на гемопоэтическую стволовую клетку. Было получено регистрационное удостоверение на этот лейкоактиватор, но достаточно долго мы исследовали его в клинике, смотрели его воздействие на гемопоэтические клетки, и в итоге мы сегодня расскажем, к чему это привело, что нам смогли сделать. Последние, то есть мы перед этим выполнили достаточно много отчетов, представили их в Министерство здравоохранения, в Росздравнадзор, каждый год представляли отчеты о доклинических испытаниях, клинических испытаниях. И вот уже даже с паногеном мы представили, вот в этом и прошлом году мы выполнили исследование в Институте Сербского по эффективности использования кроветворных стволовых клеток, обработанных двухцепочечной субстанцией паноген. И показали, что она не токсичная, ее выполнил Обнинский центр. И показали, что мы реально делали травму спинного мозга у крыс, и сделали 500 магниторезонансных томографий крыс, которых показали возможность реального создания этой травмы и то, что мы лечили эту травму. В чем специфика нашего препарата?
Значит, в основу препарата была положена технология трансплантации костного мозга, но мы не использовали препарат для введения в вену, как это делали при трансплантации костного мозга, но это не главное. Мы изменили режимы стимулирования костного мозга и стали на 4-й день забирать гемопоэтические клетки-предшественники, которые кардинально отличаются от стволовых клеток. Поэтому, когда мы говорим гемопоэтические стволовые клетки, на самом деле это не стволовые клетки, это гемопоэтические клетки-предшественники, прогениторы. То есть это уже более зрелые клетки, потому что именно они работали лучше. Мы показали, что мы вводили их в кисту непосредственно спинного мозга или головного мозга, мы вводили их в ликвор, мы вводили их в сосуды и показали, что есть очень интересная особенность введения этих клеток в спинномозговую жидкость. Они формируют вот такой конгломерат. После этого конгломерат образуется вот такая мягкая мозговая оболочка. И после этого клетки мигрируют в зоны повреждения. Они идут на градиент концентрации воспаления, и мы видим, как они приходят в зону повреждения. Это связано с тем, что существует вот такой коллегорный механизм. SXCA4, который есть на клетке, рецептор, и рецептор, который есть на ткани, SDF1-альфа, они как ключ к замку подходят друг к другу, поэтому клетка всегда приходит на градиент концентрации. Вот мы видим, мы метили, собственно, стенку зеленым, а клетки красным. Мы видим, как они приходят в зону повреждения. Что делают клетки в зоне повреждения? Это очень интересный феномен. Они вырабатывают цитокины, которые биологически активные вещества, которые улучшают регенерацию и восстановление. Они вырабатывают нейротрофические факторы, и это приводит к тому, что формируются новые синаптические контакты. И вот эти синаптические контакты по-новому создают, формируют проведение импульса, формируется так называемый байпас. И этот байпас или обходной путь позволяет даже при наличии повреждения этим импульсам, которые происходят от головного мозга, проходить на периферию и проводить эту команду. Сам дизайн протокола вот за 20 лет он практически не изменился. То есть мы сначала обследуем больного, делаем сбор клеток, готовим из него клеточный препарат, после этого его вводим в спинномозговой канал и делаем реабилитацию. То есть мы создаем новую функцию. Через 2-3 месяца мы снова вводим клетки, снова делаем реабилитацию, и таким образом нам удается создать принципиально новую функцию. Она отличается от той, которая была у пациента до повреждения. То есть мама никогда не узнает по шагам, как стал ходить ее сын, потому что это другая походка, это другая функция. Но тем не менее нам важен факт. Нам удается запустить полностью или частично функцию. Сегодня усовершенствована технология сбора клеток. Мы сегодня это делаем на аппарате лейкоцитофереза, современном, высокоточном, высокотехнологичном комплексе, который позволяет абсолютно безболезненно, нормально собрать клетки. Мы видим, как красиво выглядят эти клетки на фотографии. Мы их вводим в спинномозговой канал интертекально. И, соответственно, делается целый комплекс специализированной реабилитации. Что это дает? За 20 лет мы абсолютно убедительно можем доказать, что позитивный эффект, получаемый нами у больных с травмой головного и спинного мозга, составляет 57,4%. Вот мы отчетливо видим этот позитивный эффект, который мы отметили. А вот посмотрите, это контрольная группа, где не проводилась подобной терапии. Почему это работает? Через 3 года в организме все равно ударили его по голове палкой, молотком, или это был инсульт, или это была нейроинфекция. Мозг реагирует приблизительно одинаково. Он реагирует кистой, рубцом, атрофическим процессом. Поэтому задача и нарушением связи между клетками. Поэтому задача, которую мы ставили на данном этапе, это восстановление новых синаптических контактов, восстановление новых связей и формирование новых связей. Мы показали, что уже на 2-й год терапии мы видим отчетливое улучшение моторных функций.
у больных. Самое главное, обратите внимание, идет восстановление надсегментарного контроля головного мозга над спинными рефлексами после терапии нашими клетками. Вот видите, его не было, этого рефлекса. И вот видите, он появился после проведения. H-рефлекс так называемый. Я хочу вам показать уникальные снимки, которые мы опубликовали в свое время в Международном журнале трансплантации стволовых клеток. Мы показали динамику изменений электромагнитной активности соматосенсорных вызванных потенциалов. Вот посмотрите, вот до лечения вообще просто сплошная прямая. И посмотрите через 10 месяцев лечения, как удалось нам восстановить проводимость в этих импульсах. При этом здесь больной был взят за 4 года после повреждения. Этот больной, вот такая же картинка, посмотрите, мы получили 17 месяцев после лечения, но больной был взят 2 года после повреждения. Оптимальным сроком является 6 месяцев после травмы, когда все острые воспалительные процессы прошли, и эти клетки не сгорят в горниле воспалительных реакций. Посмотрите, это же самое изменение у такого пациента через год после травмы. Видите, какого эффекта нам удалось. Вот через 4 года мы практически восстановили нормальную проводимость. Вот этот пациент 3 года после травмы мы показали реальность восстановления его функции. Мы четко увидели статистически значимые и достоверные изменения электронейромиографической активности. То, что не удается сделать обычной реабилитацией. Через 3 года человек выбрал все свои ресурсы реабилитации. И как бы он ни пытался, выше головы он не прыгнет. Клетки позволяют создать новые синапсы, позволяют создать новые контакты. И это позволяет увеличить скорость проведения импульса и позволяет увеличить терминальную латентность этого импульса. Мы четко показываем, что изменение соматосенсорных потенциалов, оно очевидно и нормально. Вот посмотрите, это картинка нормального, здорового, соматосенсорного вызванного потенциала. А вот эта картинка, которая получилась у тяжелого больного с травмой шейного отдела позвоночника. А вот лечение через 2 года, когда у человека полностью восстановилась вся чувствительность. Да, здесь не было восстановления моторного компонента, но чувствительный компонент восстановился практически полностью. Мы показали динамику восстановления тазовых функций. Мы видим, что через 2 года практически у большинства пациентов есть отчетливое, статистически достоверное улучшение функции тазовых органов. Мы видим динамику изменения уродинамических показателей. Мы видим, что человек, которому приходилось пальцем удалять кал, сегодня может самопорожняться в большинстве случаев. Мы увидели, что в ряде случаев восстанавливается мочеиспускание у этих пациентов. Все зависит от степени повреждения. Вот убедительная характеристика при комплексном уродинамическом исследовании до и после введения клеток мы видим, что по сравнению с предыдущим тестированием появилась нестабильность детрузора на том же уровне, она была 62 мм. Никаких всплесков при увеличении давления, и давление растет постепенно, полное воздержание. Опорожнение большими порциями стало возможно, оно более фазное, без остаточной мочи. Давление при мочеиспускании уменьшилось с 95 до 72 см. Значительно улучшилась координация вот этого детрузер-сфинктера, то есть функциональный объем увеличился. Это позволяет нам говорить о том, что мы создали технологию, которая воздействует на 3 основные компоненты. На моторику, на чувствительность и на функции тазовых органов. То, что страдает у данных пациентов. И сегодня сам вопрос, а работает или не работает, то не стоит. 10 тысяч пациентов с достаточно высокой эффективностью нам позволяет утверждать, что если человек хочет, то мы можем попытаться помочь ему. У нас есть патентная защита, достаточно большая, порядка 10 патентов. С нами сотрудничали в этом проекте достаточно известные ученые, вот профессор Макдональд, профессор Вайс Янг, профессор Хон Юнг. Мы очень гордимся этим сотрудничеством. Благодарим за внимание, приглашаем вас к нам в клинику. Будем рады видеть вас.